ходил мимо и случайно заглянул. Но если уже заглянули, подпишитесь на этот канал. А также приходите на все платформы, где мы есть. Мы есть в ВК, мы есть в Телеге, а, ну и еще там где-то. В общем, вот так. В Телеге, правда, не один аккаунт, там несколько, где у нас от Бусти телега, расклады. В общем, приходите. Ссылочки все есть в не описании под видео, если вы зайдете, ну, как бы вы видите, да, вот мой профиль, то есть профиль канала, и там есть еще. Нажимаете, и откроется целый список, где мы есть, в общем, да. Привет-привет, кто пришел, присоединился. Пишите, как поживаете, как настроение. Немножко расскажу о, ну, как бы, реклама, сама реклама. Заставка видели у меня какая сегодня? Магазинчик на eBay, Etsy. Ссылочка на магазин здесь, вот именно под этим стримом. Так что приходите, смотрите, какой товар, что продаю. В общем, возможно, кому-то что-то нужно будет приобрести. Просто, видите, сережки одела. Думаю, ладно, одену на стрим сережки. Видели, какие мне попались сережки? Ну, их плохо будет видно, конечно. Вот такие сережки. Сейчас о них не буду более очень подробно рассказывать. Они у меня еще не выгружены на eBay. Вот такие, видели, красивые, очень красивые сережки. Я как подумаю, что они очень старые, вообще просто. Как же вот вам их показать и не покажешь так хорошо? В общем, видели, обратная сторона, золото. Вот, видно вам? Здесь серебро. Раньше, и я даже затрудняюсь сказать, сколько лет этим сережкам. Вот видите, золото, а здесь серебро. А камешки, бриллианты, представляете? Вот здесь. Полностью везде бриллианты. Вот здесь бриллиант, вот здесь и здесь бриллианты. Вот такие сережки. Тяжеловато, я вот их одела, так весят. Смотрите, ранее я, конечно, все изучала, у меня есть история, но не могу вам сейчас зачитать. Но когда я их выгружу на eBay, я там напишу, в общем, подробно, что за сережки, да. И вот дамы, очень состоятельные, богатые дамы, носили такие серьги. Спереди серебро, сзади золото. Золото зачем сзади? Для того, чтобы вот там не, как бы, серебро же оно темнеет, поэтому заднюю сторону покрывали золотом, чтобы оно там не темнело. И вот видите, вот это, как она там называется, забыла, иголка это, да, ну вот от сережки это. Она тоже золотая, чтобы, в общем, не окислялась там, ну, не то, что окислялось, золото, серебро не окисляется, а патины, чтобы не было этой патины и так далее, чтобы к телу было золото, в общем, мода такая была вот на серебро. Бриллианты, знаете, раньше не было огранки бриллиантов, поэтому они нарезаны пластами, ну, не нарезаны, а по ходу как-то там обработаны. Они такие плоские, пластами, и вот разных размеров, и везде, в общем, стоят бриллианты разных размеров. Вот такие просто уникальные серьги. Они антикварные, и я их поизучала очень хорошо. И сейчас нашла там сайт, и этот сайт, в общем,
Тема такая, на этот сайт высылаю фотографии вот эти, да, очень подробно там все фотографирую, высылаю, они там смотрят, и тогда дают им оценку. И вот, в принципе, я хочу как бы сделать оценку и выгрузить. Но визуально в интернете посмотрела, что продают. Есть такие, я нашла такие сережки один в один. Описание, вот бриллианты, тоже антиквар, в общем, золото сзади, спереди серебро, в принципе, все один в один, ну просто идентичные сережки, стоят они, конечно, недешево, вот. Но как бы вот еще работаю с этими сережками, вот так, изучаю их, в общем. Но, конечно, буду продавать и выгружу. Вот вам поделилась такой находкой. Они мне нравятся. Кстати, история их такая, в общем, да, как всегда. Лот пришел, и просто смотрю на эти «Привет, привет, Лидия! Привет, Любовь! Привет, девочки! Спасибо за поддержку, спасибо, что пришли!» И, короче, как всегда, да, какая-то дешевка, в общем. Что вы. Мне, знаете, я как больше обращаю внимание, там, да, Трифари, там, Тиффани, да, там, Кора, там, или там Монет, или еще чего-то. А оказывается, есть, в общем, вещи намного дороже и, в общем, как бы очень классные, да. Вот представьте, и эти бриллианты с золотишком, серебришком, они у меня, в общем, там в дешевых, ну, как бы не то, что дешевое, я просто есть то, что я не продаю единично, да, ну, как бы, просто формирую какие-то лоты. И я туда, в общем, в эти лоты. И они там лежат. И что-то вот они мне мелькают, как всегда, знаете, они мне привораживают. Типа, ну обрати на нас внимание. И я, короче, взяла их, думаю, ну ладно, поизучаю вас. И, короче, как посмотрела, блин, оказывается, бриллианты, представляете, и еще и с историей. Просто, я не знаю, сколько им лет, конечно, 150 там лет или сколько, вы представляете, какая вещичка. Просто уникальные сережки. Вот. Так, все, магазин свой прорекламировала. Обязательно приходите, подписывайтесь на eBay. Возможно, вам что-то понравится, и вы приобретете. Но, кстати, по поводу России, я там вот телегу, как бы, ну, особо я ее не веду, но в телеге выгрузила информацию по поводу того, что как можно с России заказывать, в общем, где-то, смотреть любой товар на любых платформах, выбираешь товар, а потом есть много таких компаний, которые занимаются перевозками. И вы сообщаете, есть формы, и я там, в принципе, более подробно пишу, эту форму заполняете, даете ссылку на товар, они вам высылают стоимость доставки, и товар пересылают. Я знаю, очень многие торгуют на Авито, там, я не знаю, мешок, наверное, как-то называется, еще, и они получают товар из США, и вообще других стран, в общем, и с Европы, и торгуют, в общем, продают тоже такие же лоты, какие-то, да, бижутерии, там, украшения и так далее, в общем. Вы также можете заказывать какой-то товар. Но, в принципе, это нужно очень тщательно все изучать, как заказывать, в общем, товары и так далее, проверять компанию, читать отзывы. Это мои рекомендации для вас, если вы вдруг там будете выбирать какую-то доставку, да, где-то покупать товар за границей, то обязательно нужно все изучать. Но это все осуществимо, по ссылке приходят, и, в общем, можно все покупать и приобретать.
Так, напишите, напишите. Так, привет, 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 кто пришел. Ну, у нас есть вопросы. В принципе, я сейчас еще буду записывать одно видео, но это у нас пойдет на Бусти тогда. Если вы не подписались еще на Бусти, подписывайтесь. Кстати, кто не может на Бусти, можете написать мне в личку через телегу. Я как бы вас добавлю в бенефиты. Можно в бенефиты. Вот, на ВК тоже выгружаю, решили так, на ВК выгружать те стримы, ну, те видео, которые на Бусти, решили выгружать на ВК. И они за донат, в принципе, каждый может, ну, там чисто символическая сумма, и посмотреть расклады. Так. В общем, такой был вопрос. Так, сейчас. Здесь у меня просто две страницы открыты. Одна и вторая, и так. И что-то я не здесь. Секундочку, минуточку. Подождем. Так, а вопросик у нас, в общем, такая тема в социуме обсуждалась, я не знаю, там 2 дня назад, что-то такое. Кто эти два мембера, я так начинаю, из-за которых инвестор разочарован? Наверное, вы все слышали об этом. Спонсоры покидают хайп. Что будет с компанией? Я скажу, что блогеры об этом писали, и, в принципе, в Инстаграме это обсуждают. Ой, в Инстаграме, в интернете, в социуме это обсуждают. Я, естественно, пошла, прогулялась и посмотрела, да, что же на самом деле происходит. Что будет с компанией? По факту акции хайп действительно сильно просели. Примерно вдвое. Я более подробно еще расскажу об этом, но это как бы вступление. Примерно вдвое с пиков перед Ариранг, несмотря на рекордную выручку от тура. Причина, которую называют аналитики, высокая доля концертной выручки дает более низкую маржу. Артистам, особенно BTS, уходит большая доля. Плюс ожидания инвесторов по мерчу не полностью оправдались. Компания расширяется. По поводу мерча хочу сказать, вот, например, вы же знаете все, что я тоже побывала в Лондоне на концерте, и с мерчем я наблюдала. В общем, возле палаток, конечно, был народ, где продавали мерч, но, чтобы сказать, там были толпы, такого не было. Я не знаю, конечно, когда успели там разобрать этот мерч, и, возможно, там был какой-то очень широкий ассортимент, но когда я подошла, в общем, то было очень мало товара, и, в общем, выбирать было не с чего, да. Ну, вообще даже, ну, просто какие-то худи были, какие-то футболки были, немного что-то с аксессуаров там, да, и как бы особо там выбирать не с чего. Может быть, знаете, я, конечно, по поводу мерча такое слышала, что, может быть, их надо сделать просто подешевле, и тогда народ будет больше покупать. Ну, это так, да, вот то, что пишут, в общем, я вам говорю. Многие, конечно, жалуются, что мерчи дорогие. Вот, много. В общем, много народу об этом говорит. Вот. Конкретных имен двух мемберов, кстати, напишите, что вы думаете по поводу двух мемберов, да, я вообще даже понять не могу, два мембера, да, что за бред. Вообще-то со мной карты, и, естественно, я на эту тему достану карты, да, вот. Я не буду, конечно, там долго рассказывать по поводу карт, да, вот, ну, приблизительно мы поймем, какая энергетика в эту тему присутствует, да. Вот. Конкретных имен двух мемберов, из-за которых кто-то разочарован в серьезных инвестиционных обсуждениях, нет.
Это субъективное мнение, в общем, какое-то, да, там кто-то пустил слушок, ну, в общем, так, да, ну, типа, так тоже пишут. Массового ухода спонсоров тоже не наблюдается, чтобы сказать там, да. Вот как эти слухи запускаются, я, конечно, не знаю, но они не бывают на пустом месте, и я вам сейчас немножко об этом расскажу, в общем, какие-то факты, да. Вот. Были отдельные истории с китайским рынком по другим причинам, но не системный исход. Хайп по-прежнему сильно зависит от BTS как от главного драйвера, но параллельно растит новые активы. Кстати, сегодня Чонгук лайкнул там Мингю, челлендж был с девочками, да, с новой ну, с молодой группой, в общем. Ребята поддерживают всех, вот так. И теперь, в общем, где немножко расскажу вам о фактах, да, кому будет интересно, послушайте, в общем, я думаю, в общем, это стоит внимания. Ой, так. Так вот, прибыль хайп от BTS. И как бы такой вопросик, да, работают ли они больше на себя, в общем, да, и как бы продвигают ли эти мерчи, скажем, да, чтобы компания зарабатывала больше, в общем. Ну, понятно, что они тоже зарабатывают. Имеет ли хайп прибыль от BTS? Да, в общем. И я посмотрела статистики, и очень большую по выручке. В отчетах 2026 год, апрель-июнь, Хай показала рекордные цифры. Выручка 1,5 триллиона вон, примерно 970-990 миллионов. Рост плюс 105% год к году. Операционная прибыль 170 миллиардов вон, это 114-117 миллионов, тоже рекорд. Концертная выручка 647 миллиардов вон, это плюс 243% год к году. Основной драйвер тур Arirang BTS. Что касаемо мерча, 310 миллиардов вон, тоже рекорд. Альбомы, потом какие-то там, да, вот музыка где-то там, да, на каких-то платформах и так далее, 326 миллиардов вон, то есть мы видим за 2 месяца, ну, почему 2 месяца, там сколько получается, май, июнь, ну, за пару месяцев, вот, понимаете, да, больше 100%, а где-то даже плюс 243%. Вот. BTS сейчас снова главный двигатель компании. Без них таких цифр не было. И не было бы, естественно. Но есть важный нюанс, из-за которого акции упали, и инвесторы недовольны. Об этом тоже пишут. Нашла официальные источники. Не то, что как бы вот там, да, вот кто-то выдумывает, там кто-то что-то пишет и так далее. Маржа, рентабельность ниже ожиданий всего на 11%. Концерты дают огромную выручку, но значительная часть денег уходит артистам в виде доли от билетов. У зрелых артистов, ну, что касаемо группы BTS, вообще доля выше, чем у молодых групп. Ну, что касаемо, если концерты проходят, да, там процент как бы у BTS больше, у молодых групп меньше. Это как бы для сравнения. Аналитики прямо пишут, инвесторы ждали более высокой доли высокомаржинального мерча, а получили рост в основном за счет концертов с более низкой маржой для компании. То есть хайп зарабатывает много денег благодаря BTS, но доля компании от каждого заработанного вона стала меньше, чем раньше.
Вот. Ну и тот вопрос, который, что типа BTS, члены группы BTS зарабатывают, ой, забирают всю маржу у компании, как бы, да, и инвесторы недовольны, ну, такие вопросы. А работают ли BTS больше на себя? Тоже такой вопрос. Частично да, об этом тоже пишут много. После продления контракта у сильных групп обычно растет доля артиста, особенно по лайв-концертам. SEO Hype сам признал, что изменение профессиональной стратегии влияет на маржу компании. Это нормальная эволюция. Чем больше группа приносит и чем сильнее ее позиции, тем лучше условия для участников. Ну, понятное дело, может быть, ну, мы же не знаем, мы не видели контрактов, а мы знаем, что они их переписывали. Естественно, и что касаемо концерта, я так понимаю, там новые условия, новые, как бы, новый доход, новые правила. Плюс у мемберов огромные личные контракты амбассадоров. Dior, Gucci, Celine, Louis Vuitton, Calvin, Cartier, ну и в общем так далее. Эти деньги идут в основном им лично, а не через хайп, в том же объеме, как групповая деятельность. Ну, хочу сказать, вот здесь немножечко в основном идут лично, да, в любом случае компания тоже от этого что-то получает. BTS работают, естественно, с Hype, Big Hit, групповые активности остаются под компанией, понятное дело. Но экономически они действительно забирают себе большую часть, чем на старте карьеры. Ну, понятное дело, да, заработали ребята, заслужили. И что касаемо мерча, хочу сказать, тоже многие пишут, что если бы они типа носили свой мерч, который продают, да, продвигали его, то, естественно, бы и продажи были больше. Сегодня был такой пост, и Татьяна его разместила, и я разместила там на одном из каналов. А что касаемо джина, куртка его там за несколько тысяч, да, улетела в sold-out, да, то есть реально все распродается, что ребята бы не надели, в общем. И как бы пишут, что если бы они свой мерч рекламировали, то бы проблем бы с этим не было, да. На сцене сейчас доминирует амбассадорская мода, и мы это видим, то есть ребята как бы одевают, там, например, ну вот мы видим Тэхёнов, Селин, да, Чунгук там, и, ну и все ребята одевают одежду брендов, с которыми работают, а не официальный турмерч. В общем, это факт. На туре Ариранг мемберы почти постоянно выходят в костюмных вещах от своих брендов. Чунгук Баленсиага, Тэхён Селин, Чимми Диор, Джин и Намджун Гуччи, Хасок Луи Виттон. В общем, это очень заметно и активно обсуждается в фэшн-СМИ. Но хочу сразу сказать, как бы поддержать ребят, что они также и малоизвестные бренды, вообще, которые не рекламируют, но тоже же одевают одежду, да, на концерты и так далее. Вот. Не, ну на самом деле, да, вот история была с шапочками, мы там расклады делали, если у Чунгука такая же шапочка, помните, там они выступали, да, шотландские эти шапочки. Но я хочу сказать, в общем, тут дело такое, что мы на самом деле не знаем, да, то есть это официально у них там был какой-то контракт, чтобы они прорекламировали, да, или они, вот вы заметили, в каждой стране на концерт одевают что-то национальное. Да. Ну, вот, например, где они в какой стране выступают, они одевают одежду там национальную, ну, или аксессуары какие-то, или еще чего-то. В общем, это не обязательно, они там реально, там у них контракты, и они это рекламируют, и зарабатывают на этом деньги.
Вот, так вот, официальный BTS мерч, худи, футболки, там всякие ластики и так далее продаются фанатам огромными тиражами, приносят хайп хорошие деньги, особенно высокомаржинальные. Но и тут же как бы, да, в любом случае они же зарабатывают на этих мерчах. В чем проблема, да? Вот мало, 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 надо больше, понимаете, да? Уже там внутри-то уже все, как бы, да, вот сами группа BTS зарабатывают, а инвесторы мало зарабатывают, понимаете, да? Естественно, когда они там были молодые, только начинали свой путь, они там, на них-то нагрели карманы, понимаете, да? А сейчас, в общем, хотелось бы больше, вот. Но маржа-то есть, есть. Но сами участники на сцене, в общем, почти не носят мерч, и это нормальная практика для топ-артистов такого уровня. И, в общем, если вы посмотрите, это не только. Просто группа BTS, она сейчас, в общем, на пике популярности, и что бы то ни происходило, что касаемо группы BTS, и это интенсивно обсуждают. Но на самом деле, в общем, да, вот я вам сказала, если посмотреть других артистов, то, в принципе, мерчи никто не носит практически, в общем, да. Вот. Это нормальная практика. Иногда появляются элементы, вдохновленные туром или коллаборацией, там, Nike, BTS, но основная визуальная картина – люксовые амбассадорские образы. Вот. Хайп очень хорошо зарабатывает. Я вам привела цифры, поэтому как бы не беспокойтесь вообще, не гудите по этому поводу, что вот там. Не, ну тут как бы разделились, опять же, лагеря, да, кто-то типа, вот, группа BTS заработали, в общем, пусть получает, хватит компании, нагрели уже, в общем, руки на группе BTS там или что они там нагрели, или где они там, что собрали, содрали. Вот, и как бы, а где-то вот, да, что типа вот такое еще мнение, что если как бы инвесторы уходят, разбежаться уж прибыли нет, то тогда в группе BTS будет плохо, кто же будет инвестировать. В общем, тут тоже как бы, да, вот такое дело. Вот. Ребята получают больше, потому что, в общем, работают больше на себя, чем раньше, это мы видим. На сцене в основном одежда брендов амбассадоров, а не официальный мерч. И как бы это вот восприятие все тех, кто смотрит, естественно, обсуждают, инвесторов, фанатов, в общем, да, что, в общем, происходит, что касаемо вот этого пункта, да. И вопросы, естественно, есть второе. Так, кто там пришел еще? Привет, привет. Вы, наверное, слушали цифры, которые я вам называла, да? Эля, у меня необычный вопросик. Как Чонгук реагирует на фанатов Чимина, которые такого, прошу прощения, которые такого насочиняли про них? Неужели Чимин и Чонгук не читают это, и их это не бесит? Ну, мы как-то вот перед этим, это на Бусти, в общем, да, так, сережку открыть. На Бусти и в этом, в бенефитах я тоже там размещаю. Я по поводу этого, в общем, мы уже это не раз разбирали. Чонгук, Чимин, в общем, и так далее, да. Смысл-то тут вообще, что тут, добрый день, или что там у Вигу, я так понимаю, виду Вигу, достаньте, пожалуйста, на них карты. Так, что стоит за разочарованием части инвесторов? Почему два участника? Вот что за два участника, да? Но я же не буду сейчас здесь 7 карт на каждого участника доставать, понимаете, да? Окей, начнем так. Если эти два участника
которые разочаровали инвесторам. Вот. Двойка пентаклей. Два участника, двойка пентаклей. Есть. Видели? Двойка пентаклей. Вообще карта рабочая, карта реально содружества какого-то. В общем, и есть в этой карте, в общем, да, какие-то сомнения и колебания. Ну, двойка пентаклей, видите, там даже вот нарисовано, да, такие вот стоит досточка там на чем-то и две монетки, в общем, туда-сюда. Стоит ли дальше или не стоит дальше этим? У нас тут два участника. Да, два участника есть с кем-то они недовольны, это точно. Вот, что стоит за разочарованием части инвесторов двумя участниками BTS? Вот. И каково реальное положение Hype сейчас? Спонсоры, спонсоры уходят или ситуация стабильна? Вопрос такой вообще прям. Опять вышла такая рабочая карта, восьмерка пентаклей. Вот. Вообще, что стоит за разочарованием? Ну, вообще карта такого, знаете, работы и терпения, да, вот, что касаемо инвесторов, в общем, в любом случае следят за их работой, в общем, да, ну вот работа, терпение, да, и, в общем, как бы нравится, не нравится, терпимая красавица, в общем. Здесь, знаете, вот в этой карте, если уж восьмерка пентаклей, то, в принципе, карта затрагивает, это карта какого-то мастерства. И, например, такой, знаете, более что-то четко делать, там, усердно, вот, в общем, в этом ключе. Ну и в негативе она может говорить, что вот по их мнению, может, не хватает какого-то мастерства, что-то нечетко делают. Ну, в общем, можно развивать эту тему как бы в этом ключе. Ну, вот, в принципе, я вам сказала, да. Вот. Каково реально положение Hype сейчас? Спонсоры уходят или ситуация стабильна? Каково сейчас реальное положение Hype? Вышла король мечей. Вообще карта, знаете, она всегда какой-то оценки, переоценки. Ну, она может быть, да, оценить как ситуацию, да. Какое сейчас реально положение? Вообще карта очень тесно связана. Здесь и проекты могут быть, в общем, да. Но такая карта связана с реальной логикой. Вот здраво подойти к чему-то. И, например, карта может, видите, прям вот рассматривают другие варианты. Ну, можно сказать, там же инвесторов куча. Если в целом энергетика, может быть, кто-то рассматривает, да, вот рассматривает другие проекты и уйти бы, да. Но какие-то инвесторы могут по этой карте быть связаны договорными обязательствами, в общем, да, и это карта своего рода границ, и не нарушить эти границы, не нарушить эти правила, да, хотелось бы, не хотелось, но как бы если они инвестировали, то, естественно, как бы они с ними. Это карта обязательств, но как бы в тему вопроса, уходят или ситуация стабильна. Вообще-то эта карта, она как бы, знаете, в классике она больше говорит о стабильности какой-то, ну и рассмотреть еще дополнительно какие-то, ну что касаемо инвесторов, рассмотреть дополнительно какие-то, ну, например, может куда вложиться и так далее, варианты, куда инвестировать. Ну, если в классике. Но если как бы глубже копнуть, то, в принципе, карта всегда, вот я сказала, границы, расширение этих границ, рассмотреть новые варианты и так далее. Ситуация стабильна или нет? Да, в общем, пока сидят на месте, скажем, да, вот по этой карте, но рассматривают какие-то варианты. Вот вышла король мечей, можете почитать в интернете значение этой карты. Вот такая энергетика вышла, в общем, пока сидят все на месте. Вот, что вы здесь пишете?
Для Вигу карту, ну, давайте достанем, какой вот с сердечками возьму там. Это же Вигу. Так я поняла, да, что это опечатка. Я все поняла. Вот. Что вы там пишете? Любовь вот пишет, BTS не должны кормить всю компанию хайп. У них есть свои подразделения и свои спонсоры. Вот. Ну да, они же не только у них группа BTS, понимаете, да? У них много каких-то различных проектов, в принципе, да? Но я вам зачитала сейчас цифры, что касаемо концерта, там вообще 200 с лишним процентов у них сейчас увеличение прибыли. Что касаемо, там, если по сравнению, я сказала, год к году, да, с прошлыми годами. То есть, в принципе, как бы все у них хорошо. Вот, так, на Вигу. Доброго дня, хорошего настроения, спасибо, и вам также. Привет, Надежда, привет, привет. Так, ну, достаю на Вигу, в общем, и все. Не забывайте, да, вот видели, какие серьги красивые, с бриллиантом. Бриллианты здесь. Они старые, очень старые, в общем. Только не надо там мне писать, да, там никаких намеков. Да, серьги уж точно старше. Она вообще, я не знаю, на сколько лет. Вот, представляете, какие. Вот так, вот так, вот так. Напишите, красивые серьги или некрасивые серьги. На Вигу достаем. Так, где там вопрос? Что там у Вигу? Так, у Тэхёна и Чонгука. Вот такая вышла карта. Шестерка жезлов – это карта успеха. Смотрите, здесь вот так, это одна зацепилась, но лежала тут влюбленные. А тут у нас карта тоже вот король мечей, в общем. Так, ну влюбленные вообще, вот гляньте, хорошая карта. Но вышла шестерка жезлов. Вообще карта, знаете, ценят друг друга, к примеру. Ну, если сейчас, вот, например, можно сказать, вот видите, камин здесь такой, к примеру, да, здесь вот там постель такая, усыпанная розами, видели, романтик прям, да. Вообще очень хорошая карта, вообще реально классная карта. Это, например, какие-то встречи, прекрасные моменты в жизни, которые хочется запомнить там и навсегда, да. Дорожат каждой минутой, в общем. Вот. Ну, здесь вот написано получить признание в любви, подарок, понимаете, да. Конечно, в негативе может карта говорить о том, что от партнера хочется больше там внимания, да, и, например, больше каких-то сюрпризов, ну, например, и если быстрее действовать, как бы, да, ну, к примеру, говорить побольше комплиментов и побыстрее говорить, да, а то вот вроде бы надо бы сейчас сказать, да, и не сказал, а как бы уже позже, уже как бы не к месту. Ну, к примеру, да, запаздывают-то вот эти комплименты. Вот, вот так. Это очень хорошая карта. Ну, например, если кармические, это вот взаимоотношения там с какими-то, ну, там, с людьми, с родственниками и так далее. Ну, такая тесная связь, в общем, да. Карта реальной связи, если что касаемо взаимоотношений, да. Ну, а если на быт, я вам сказала, что сейчас вот что касаемо, да, возможно, карта может говорить о встрече какой-то, к примеру, да, шестерка жезлов. Вот, я не знаю, сколько у них там времени, где они там встречаются. Вот. Ну, вот такая карта, в общем, да. Шестерка жезлов. Так, что вы там еще написали?
Ну, ладненько, Айша, привет, привет, спасибо, вы супер, что пришли, поддержали, Вигура. Видите, как я вам настроение подняла, вы молодцы, а вы мне, вы молодцы, вы супер, люблю вас. И, в общем, до новых встреч, вот, для частых встреч. Всем пока-пока.